Всех приветствую на своем канале. Речь пойдет о кроссовере Jeep Patriot, или еще известный как Jeep Liberty, на просторах России. Этот обзор будет посвящен скорее не самой модели, а тому, как я ее покупал из США под восстановление. Сразу скажу, что я обычный покупатель, не имеющий никакого отношения к фирмам, занимающимся этими услугами, и такую покупку совершал впервые. И может быть, мое видео послужит какой-то инструкцией или предостережением для тех, кто захочет также купить себе в пользование автомобиль из США. Начну с самого выбора и почему я его сделал. Выбор на эту машину пал случайно. Свою предыдущую машину Deo я брал в автосалоне новой еще 14 лет назад. Пришло время ее менять, и хотелось что-нибудь выше классом, качеством и проходимостью. Начал искать среди кроссоверов на рынке, но цены на новые модели были заоблачные для меня, а БУ или слишком с большим пробегом, или с солидным возрастом и тоже не особенно дешевые. И вот как-то на улице я увидел Jeep Patriot на соседней стоянке. Он мне внешне очень понравился, и я решил его погуглить в интернете на предмет цены и отзывов. Цены были в основном до 15 тысяч долларов, а отзывы в основной массе только положительные. Понял для себя, что все предложения, что были в продаже, это восстановленные битки, так как у всех писалось «был в ДТП». Об битых машинах из США я слышал, но об этом способе покупки машины ровным счетом ничего. Немного углубившись в эту тему, понял, что если есть время подождать, то можно и не брать восстановленного кота в мешке у перекупов, а выбрать самостоятельно своего кота в мешке на аукционе по всем своим хотелкам. Собственно, этим я и занялся. Знакомый подсказал контакты человека, который может оказать документальное сопровождение в покупке данного авто, и, собравшись с духом и финансами, я решил рискнуть. Скажу сразу, что я не рассчитывал на то, что машина мне достанется даром, но везде в интернете пестрели рекламы о том, что данный автомобиль почти без повреждений можно купить до 10 тысяч долларов под ключ. И с этой мыслью я решил окунуться в это нелегкое занятие поиска авто из США на аукционе. Скажу сразу, что первые деньги на депозит американской логистической компании закинул в мае 2021 года. Я еще тогда не был в курсе, что, оказывается, последние месяцы стал наблюдаться повышенный спрос на американском рынке на БУ автомобилей из-за кризиса, связанного прежде всего с задержками выпуска новых авто. Это, конечно же, сказалось на конечной цене битков на аукционах. Ни о каких машинах за даром речи и не шло. Среди моих хотелок, с которыми я зашел на аукцион, были следующие. Год выпуска от 2015, пробег до 100 тысяч километров, целые подушки безопасности, полный привод, кондиционер, кожаный салон, неяркий цвет и минимальные повреждения. Все остальные хотелки уже были скорее желательными, чем обязательными. После множества участий в разных страховых автомобильных аукционах я стал уже немного разочаровываться в своем предприятии по покупке машины, так как то, что мне хотелось купить, никак не выиграть не получалось. Постоянно кто-то оказывался на ставку впереди. Причем на действительно хорошие небитые машины спрос оказался большим на внутреннем рынке США, и цены на них доходили до 5-7 тысяч долларов. Это вообще космос. И все-таки после 2 месяцев торгов получилось выиграть автомобиль со всеми своими хотелками и даже больше. Полный привод, черный цвет, целые подушки, красивые диски колес, кондиционер, люк на крыше, кожаный салон, сиденье с подогревом и электрорегулировкой, фаркоп, коробка передач в режиме автостик и куча мелких плюшек, которые идут в прокачанной комплектации. Только одна хотелка не реализовалась. Машина была с правого бока бита, но по фотографиям с аукциона выглядела на первый взгляд не очень критично, и силовые элементы обещали быть целыми. Можно было, конечно, заказать услугу фотографирования машины на аукционе, но, как мне сказал посредник, это будет стоить около 250 долларов, что не входило в мой бюджет. Кстати, по фотографиям это отдельная история. Фотографии на аукционах очень часто сделаны так, что нельзя было какие-то критические повреждения углядеть, а делается акцент на менее критические. Это значительно усложняет принятие решения и увеличивает риск покупки машины с критическими повреждениями. В описании к лоту вообще непонятно, что повреждено, а отчеты Carfax дают размытую информацию об аварии. Но плюсом Carfax, конечно же, является то, что можно увидеть всю историю автомобиля до попадания на аукцион, в том числе и предыдущие аварии, техобслуживание и другие модернизации автомобилей, которые были произведены на официальных СТО Америки бывшими хозяевами. И это позволяет сложить некоторую картину о том, какая машина покупается и ухаживали за ней предыдущие хозяева. Короче, смотреть нужно в оба при выборе машины, и если есть какие-то сомнения, нужно пропустить машину и ждать далее лучший вариант.
По поводу моей машины сомнения у меня некоторые, конечно же, были, но я уже немного устал от двухмесячных аукционов и решил все-таки, что повреждения не такие уже страшные, а машина по комплектации очень хорошая и нужно за нее побороться. Мой автомастер сориентировал, что цена восстановления будет до $3000, что меня на тот момент уже устраивало, в отличие от начальных моих запросов, в которых я на ремонт не хотел тратить больше 1000. Машину я выиграл за $3750 в июле 2021 года, то есть через 2 месяца после того, как начались мои первые торги через посредника. Сразу был выставлен счет с аукциона за лот и за услуги аукциона. Стоит заметить, что некоторым некомфортным моментом было то, что все оплаты до момента прихода машины в порт Одессы осуществлялись через систему SWIFT и в валюте. Это значило, что на оплату счета давалось 3 дня. Если счет в эти сроки будет не оплачен, то могла начисляться значительная пеня. Учитывая, что в мире сейчас пандемия, то и в банке оплатить это было не так уж легко и быстро из-за разных ограничений и выходных дней. Посредник перед предоплатой предупредил, что машина в среднем из США в порт Одессы попадет за срок до 2 месяцев. В принципе, так и получилось, хотя сама доставка по морю была около 3 недель, а остальное время машина стояла сначала на стоянке у фирмы посредника в Штатах из-за того, что не могли полностью догрузить контейнер и ждали еще битки с аукционов для отправки. Затем было ожидание оформления в порту в Штатах, затем в промежуточном контейнерном терминале в Гибралтаре машина стояла еще около недели. Кстати, когда машину погрузят в контейнеровоз, нужно следить не за судном, а за контейнером, номер которого указан в документах отправки, так как, оказывается, контейнер могут несколько раз перегружать с одного судна на другое. Я первоначально следил за судном, и какое было мое удивление, когда вместо того, чтобы идти в порт Одессы, судно шло в Арабские Эмираты. Оказалось, что была промежуточная перегрузка в Гибралтаре на другое судно, которое отправлялось в Одессу. И, наконец, в сентябре мой Jeep Patriot прибыл в порт Одессы. Далее уже начался процесс оформления машины на таможне, но он, к моему удивлению, был не очень долгим, и через неделю машина была у меня, а оригинал документов с таможни получил еще через неделю. Конечно же, эта услуга была платная и была оговорена заранее с посредниками. Также договорился с посредниками об вывозе с территории таможни эвакуатором, и машина поехала на место своего последующего ремонта и восстановления. Цена автомобиля без ремонта от момента отправки первого взноса на депозит для участия в торгах до последней оплаты экспедитору его услуг вышла без банковских комиссий почти $9500. Если не вдаваться в подробности всех платежей, то из них стоимость машины $3750, комиссия аукциона $570, страховка и абсорберы против влажности в машину $175, доставка и услуги брокеров в США $1575, услуги экспедитора $700, растаможка в Одессе $2700. Вкратце по всей этой операции под названием «Авто из США» могу сделать для себя вывод. Первое. Купить Jeep Patriot 4х4 до $10 000 под ключ с минимальными повреждениями можно, но нужно иметь в виду, что это будет машина с огромным пробегом, с возрастом 8-10 лет, в минимальной комплектации или же с какими-то скрытыми серьезными повреждениями. Также Jeep Patriot можно купить до $10 000 с минимальными повреждениями, если он переднеприводный. На них спрос и цена ниже по умолчанию. Второе. Если есть лишних полгода и нервов вагон для ожидания, стоит рискнуть, так как это довольно интересно и увлекательно искать то, что тебе нравится, пытаться это выиграть в режиме аукциона, а потом с нетерпением ждать, когда машина приедет, и посмотреть, не подвела ли тебя твоя интуиция. И третье. Купить Jeep Patriot в нормальном состоянии можно до $10 000, если каким-то образом не платить все посреднические услуги и делать все самому. На вопрос тех, кто у меня спросит, а зачем ты купил в США, а не на вторичном рынке, отвечу так. Данный автомобиль по умолчанию считается машиной, которую покупают в Штатах, чтобы перепродать у нас. А как известно, перекуп не будет работать себе в убыток, и в подбитую машину вкладываться в ремонт он не будет, а просто подмажет, подкрасит, подклеит, поставит где-то костыль, скрутит пробег, купит неоригинальную деталь и спихнется словами, что машина идеальная, была куплена с одной царапиной, и, конечно же, добавит, что он продает почти все за столько, за сколько купил. История данного автомобиля после попадания в нашу страну уже перестает быть прозрачной, и узнать, что с ней происходило с момента пересечения границы у нас, невозможно, как, например, по Карфаксу в США.
Поэтому машину в США я заказал потому, что хотел выбрать вариант максимально мне подходящий из сотен предложений на рынке США, а не тех крох практически однотипных комплектаций на нашем рынке, из которых очень трудно найти что-то для себя подходящее. Ну и, конечно же, я не хотел дарить перекупом лишнюю $1000, а посчитал правильным лучшим вложить ее в дополнительное качественное восстановление джипа и потом спокойно ездить и быть уверенным в своем автомобиле. Всем спасибо за просмотр моего обзора. Надеюсь, он был для вас полезным и интересным. В следующем ролике я попробую рассказать о том, во сколько мне вылился ремонт автомобиля на СТО. Там же расскажу о том, что вылезло по ремонту, кроме того, на что я рассчитывал, стоимость запчастей и как быть внимательным при покупке запчастей с разборок через интернет. Пока-пока.